Ваше превосходительство, капитан Кольцов. Здравствуйте, капитан. Здравствуйте. В каком полку служили? В 42-м Тигринском, командир полковник Шевардин. Знаю Шевардина, достойный командир. Ваш полк, кажется, сражался на Армынском фронте? Так точно. Имеете награды? Награжден орденами Анны и Владимира с мечами. Похвально. Наслышан о ваших приключениях. Прекрасно вели себя. Его называли аристократом сцены, и не только потому, что он часто играл офицеров, дворян или иностранных вельмож. Владислав Стржельчик обладал врожденным благородством, которое выражалось в многолетней преданности единственному театру. Артиста отличала высочайшая требовательность к исполнению собственных ролей, за что его особенно ценили коллеги. Владислав Игнатьевич появился на свет в Петрограде. Отец мальчика, уроженец Польши, Игнатий Петрович, работал инженером. Мама была сотрудницей музея «Эрмитаж». Родители сумели привить сыновьям любовь к труду и чувство прекрасного. Маленький Влад охотно посещал выставки, много читал и обожал бывать в костеле, куда по воскресеньям его водил отец. Католическая служба в сопровождении звуков органа привлекала ребенка своей величественной театральностью. На протяжении всего обучения в общеобразовательной школе Влад посещал кружок самодеятельности. В 1938 он окончил десятилетку и поступил в студию при Большом драмтеатре имени Горького. После года учебы юношу призвали в ряды Красной Армии. Стржельчик воевал на фронтах Советско-финской и Великой Отечественной войн. После победы над врагом молодой человек вернулся к студийным занятиям. Театр. Еще будучи студентом, Владислав являлся участником вспомогательного состава БДТ. Со временем талантливого студента ввели в основную труппу. Сцене Большого драматического театра артист оставался верен до конца дней. Здесь его впервые заметили и оценили критики. Сюда приходили первые поклонники его таланта. Ой, я видела в кино «Гибель Лузитании». Ой, как интересно. Жуть. Вы очаровательная сумасбродка. Ну, а награда? Отстаньте! Жестокая. Один лишь поцелуй, невинный, мирный. Ну, хорошо. На этих подмостках Стржельчик исполнил десятки разноплановых ролей. В репертуаре актера были комедийные пьесы Александра Островского и Карла Гальдони, спектакли по мотивам драматических произведений Федора Достоевского и Максима Горького, яркие музыкальные постановки и даже сказки. В каком бы амплуа Владислав Игнатьевич не появлялся, он досконально знал текст и мельчайшие детали мизансцен. Его игру отличали безупречные манеры, естественная пластика движений и полное психологическое погружение в образ. Фильмы. В кино актер дебютировал 20-летним юношей. С этого момента он снимался практически без перерывов. К концу жизни его фильмография насчитывала свыше 120 проектов. Я не думаю, что это почтенная дама, с которой вы меня познакомили. Что вы, господин полковник. Неужели вы думаете, что я завожу романы с дамами опасного возраста? О нет, мой предмет ее младшая дочь, Ксения Евгеньевна, или проще Кси. Пленительная девчурка и без особых церемоний. Эмансипе и полудева. Впервые фамилию Стржельчика указали в титрах фильма «Спектакля «Разлом». До момента экранизации в 1952-м одноименную пьесу Бориса Лавренева уже ставили в ленинградском БДТ. В ней, как позже на экране, Владислав сыграл поручика Полевого. Спустя 5 лет артист вновь участвовал в создании ленты о революционных событиях на Балтике. Теперь это была историческая картина Яна Фрида «Балтийская слава». Я вполне согласен с Сусликовым. Антон Сергеевич, и вы? Да-да, и я считаю их изменниками. Кого их? Еремина и всех твоих друзей, большевиков. Это они сеют смуту и требуют немедленного мира. Это они призывают солдат воткнуть в землю штыки. Насчет штыков я что-то не слышал от них. Не сегодня, завтра услышишь, как они постановят. Присягу долой! В первой половине 60-х режиссер Абраам Роум пригласил актера на съемки фильма «Гранатовый браслет» по одноименному произведению Александра Куприна. Стржельчику доверили роль Николая Мирзы Булат-Тугановского, брата главной героини. Но последним вашим поступком, именно при ссылке этого вот самого гранатового браслета, вы переступили те границы, где кончается наше терпение. Понимаете?
кончается. Я от вас не скрою, что первой нашей мыслью было обратиться к полиции, помощи власти. Но мы не сделали этого. И я сам рад, что не сделали. Потому что, повторяю, я сразу угадал в вас благородного человека. В 1965-м Владислав Игнатьевич сыграл одного из главных персонажей в шпионском фильме «Как вас теперь называть?». Его герой – фашистский генерал Готбург, которому противостоят советские разведчики и диверсанты. По иронии судьбы, именно роль эсэсовца сделала актера узнаваемым и популярным у широкого зрителя. Что касается меня, то прежде чем пустить себе пулю в лоб, я лечу в Ставку. Необходимо внести полную ясность. Долг немца и честь солдата требуют, чтобы вы летели вместе со мной. В последнее время многие наши офицеры подвержены панике. Временные успехи русских заставляют кое-кого терять голову. Чуть позже актеру посчастливилось попасть на съемочную площадку киноэпопеи Сергея Бондарчука «Война и мир». В легендарной экранизации он перевоплотился в императора Франции Наполеона Бонапарта. Что русские стоят на месте, Ваше Величество. Им, значит, еще хочется. Дайте им еще. В 1967-м артист вновь неоднократно возвращался к образам захватчиков. В военном киноромане «Генерал Рахимов» он стал офицером СС Фрики, а в драме «Майор Вихарь» – подполковником Абвера Бергом. Смотрели, не привел ли я за собой хвоста? Нет, мне просто нужно было. Не надо обманывать. Надеюсь, глупых агентов вы к себе не вербуете, а умный сразу поймет и начнет относиться к вам с подозрением. А в разведке бывший враг может оказаться первым другом. Ясно. Может быть, мы перейдем прямо к делу? Да, будем брать быка за рога. Только сначала давайте оговорим условия для быка. В сериале «Адъютант его превосходительства» Владиславу Игнатьевичу доверили главную роль того самого превосходительства – белогвардейского генерала Владимира Ковалевского, человека высоких нравственных устоев. Не кажется ли вам, полковник, что в убийстве Осипова замешана нечистая сила? Капитан Осипов поехал с секретной миссией, о которой никто знать не мог, и не доехал. Секретная миссия Осипова, Ваше Превосходительство, была секретной для многих, только не для врага. Вы хотите сказать, что у нас в штабе работает враг? У меня есть все основания предполагать это. Ну, тогда у меня есть все основания принять вашу отставку, полковник. Также в 1969-м зрители увидели любимого актера в образе основателя Московской консерватории Николая Рубинштейна в широкоформатной киноповести «Чайковский». Петюша, знаешь что? Это надо исправить на параллельные октавочки. О! Не надо, я не хочу. Что не хочешь? Ты не хочешь, чтобы я играл твой первый концерт, не хочешь? Нет, я не хочу его исправлять. А в таком виде я его играть не буду. О, пардон. Воля ваша. Сыграет кто-нибудь другой. 70-е вновь пополнили профессиональную копилку артиста россыпью непохожих друг на друга образов. В картине «Корона Российской империи» или снова «Неуловимые» актер исполнил роль афериста Нарышкина. Вы, значит, карманник, моншер. Немного вам удается извлечь из кармана пролетариата? Шутите, дядя? Ничего. В стране созданы для вас все условия. Голод, разруха. Настоящие люди переживают творческий подъем. Растаскивают музеи, угоняют составы с продовольствием. Не останавливайтесь на достигнутом, юноша. В ленте об уральских промышленниках «Приваловские миллионы» мы видим актера в образе предпринимателя Половодова. Милости прошу. Пожалуйте. Наконец-то я имею удовольствие лицезреть вас, Сергей Александрович. Ну, пошли китайские церемонии. Давнёхонько ждем гостя дорогого. Прошу вас, прошу. Вы удивляетесь моим вкусом? Да, люблю все русское. Люблю русский народ. Мало мы его еще знаем. В драме «Отец Сергий» по одноименной повести Льва Толстого Владислав Сторжельчик сыграл императора Николая I. Поздравляю вас, графиня. Благодарю вас, Ваше Императорское Величество. А где же счастливчик-жених, похитивший у императрицы ее любимую фрейлину? Князь Касацкий дежурит по полку, Ваше Величество.
Но я надеюсь, что князь не будет держать жену в затворе и не лишит наше общество его лучшего украшения. А? Главная роль архитектора Федора Валицкого досталась Владиславу Игнатьевичу в военной картине о самых тяжелых днях Ленинграда «Блокада». Не обученный военному делу. Я архитектор и инженер, и, смею заметить, вполне обученный. И не сомневаюсь, что вам понадобится не только те, кто умеет колоть этим штыком и стрелять из пушек. Ничего не могу сделать. Видно, действительно никому не нужен необученный старик. Строительное дело знаете. Помилуйте, я построю столько домов. С возрастом съемок у Владислава Игнатьевича меньше не становилось. Он продолжал исполнять ведущие роли в костюмированных лентах. В 80-е годы его героями становились коварный шведский шкипер Урквард в историческом сериале «Россия молодая», Сквайр Трелани из «Острова сокровищ» по Роберту Стивенсону и придворный лейб-медик Лесток в фильме «Гардемарины вперед». В ваших руках была тайная переписка Бестужева с английским и австрийским двором. Да попади эти бумаги мне в руки, я бы такую кашу заварил. Бестужев был бы у меня вот здесь. Мы ходим вокруг него кругами, а он ускользает от нас, как угорь. А тут упустить такой случай. Одной из последних работ Стржельчика стал древнерусский князь Владимир в картине Юрия Томашевского «Владимир Святой». Сюжет фильма представляет собой цепочку предсмертных воспоминаний и видений, проносящихся перед взором умирающего крестителя Руси под музыку Альфреда Шнитке. Что же ты с нами делать будешь? Замуж выдам. Замуж? Не хочешь замуж? Не выходи. Обеспечен ты будешь. А жена у меня теперь одна. Княгиня Анна. Что ж, коли так, только замуж я не пойду. Я лучше в монастырь. Может быть, в монастыре моя душа успокоится. Иди в монастырь, да подальше от Киева, иди! Личная жизнь. Первой супругой Владислава Игнатьевича была артистка оперетты Ольга Смирнова. В этом союзе родилась дочка Марина. Второй раз актер женился на Людмиле Шуваловой. Людмила Павловна занималась режиссурой. Все свободное время от театра она отдавала мужу. Уютная квартира актерской четы блистала чистотой и порядком. Детей у пары так и не появилось. Тревожный звонок прозвучал для Стржельчика в 1994-м. На репетиции он впервые забыл слова. Артист вместе с супругой поспешили на обследование, которое показало злокачественное новообразование в головном мозге. Болезнь развивалась стремительно, и уже в сентябре 1995-го Владислава Игнатьевича не стало. Его похоронили на участке литераторских мостков Волковского кладбища родного Санкт-Петербурга. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.